Станислав Иванович, его жена и дочка Лариса жили в небольшом поселке, он же военный городок, который был недалеко от части, который разделял небольшой лесок. Места вокруг были глухие и северные. Леса, непроходимые на сотни километров, болото, гнус, мошка, комары. Вот в таком богом забытом месте и нес службу Станислав Иванович. Был он одним из офицеров военной части, которая обеспечивала охрану зоны. А на зоне, в свою очередь, отбывали срок зэки, которые валили лес, строили дороги, рыли каналы и делали другие полезные хозяйственные дела на благо процветания страны Советов. Все семьи офицеров жили здесь. Дети ходили в сад и в школу, работал клуб, библиотека, столовая. В общем, жизнь в поселке кипела и бурлила. Дочке Станислава Ивановича на тот момент было 15 лет, и она входила в пору своего расцвета, становилась похожа на бутон нежной розы. «Девка твоя красавица и растет, ты бы получше за ней присматривал, а то не дай бог, что сам знаешь, в каком месте живем», говорили Станиславу Ивановичу сослуживцы, похлопывая его дружески по плечу. Сколько до этого семья поменяла поселков и мест службы и не сосчитать. Но именно здесь, в этих суровых и красивых местах, предстояло Ларисе окончить школу и выбирать дорогу в дальнейшую жизнь. В последнее время девушка часто просила у отца собаку, но все сложилось по-иному. Станислав Иванович уже было собрался сделать дочке подарок и даже ждал рождения щенка от одной знакомой Лайки, но в дело вмешался господин случай. В один из дней на территорию части пробрался маленький волчонок. Он громко скулил, сидя на ступеньках столовой. Там его покормили и дневальный, подумав, что это потерявшийся щенок, принес его Станиславу Ивановичу. Но не возвращать же его было обратно в лес. Отец принес волчонка домой и подарил его дочке. Малыш был до того хорош, маленький, упитанный карапуз, так что Лариса с первого взгляда полюбила своего нового питомца. Дали волчонку имя Добряк. С тех пор они вместе росли, девушка и ее любимый волк. Отец занимался дрессурой и тренировками волчонка, и получалось это у него очень знатно. С детства он слышал, что волк – животное непокорное и дрессировке не поддается. Вот и хотел он проверить, так ли это. Он так как раз считал, что любовью, лаской и заботой можно от животного добиться всего. И, в общем-то, его теория подтверждалась на собственном примере. Добряк приносил палку, перепрыгивал через барьеры и хорошо знал команды. Шло время. После окончания школы Лариса поехала в ближайший районный центр учиться на повара. Пока училась, умудрялась подрабатывать в местной столовой, получая стаж и опыт работы. На выходные всегда приезжала к родителям, а преданный серый друг ее с нетерпением ждал. После окончания училища девушка вернулась работать в столовую в военном городке, где сама выросла. Лариса считала, что ее место там, рядом с родителями и ее любимым питомцем. Отец к этому времени уже получил очередное звание и был повышен в должности, его назначили начальником родной части. Каждый день волк честно дожидался хозяйку с работы. Но иногда, не дождавшись вовремя, он убегал со двора, легко перепрыгнув забор и бежал ее искать. Ларису в поселке знали все и знали, чья она дочка. Да, и волка ее тоже все узнавали еще издалека. Да, и трудно было его спутать с собакой. В городке его вообще все любили и баловали, и офицеры, их жены и дети, а он еще нагло научился всем этим пользоваться. Поэтому частенько Добряка впускали в столовую, где работала Лариса, и волк счастливый дожидался хозяйку на заднем дворе, обгладывая сахарную косточку, которую ему выловили сердобольные поварихи из офицерского борща. Иногда Добряк пробирался на территорию части, и солдаты тоже с удовольствием подкармливали его, а потом рассказывали своим родителям и друзьям в письмах, что дружат с самым настоящим волком.
Тот день Лариса поздно возвращалась с работы. Зарплату в военном городке всем выдали одновременно, и это был как раз тот самый день. Можно было, конечно, доехать до дома на маленьком пазике, который курсировал по поселку, но девушке очень захотелось сегодня пройтись по морозцу, подышать свежим воздухом, поскрипеть хрустящим снежком. Начинало холодать, и посыпал снег крупными хлопьями. Поднялся ветер, снег закружил еще сильнее и стал быстро разметать дорожку. Лариса заторопилась домой. Она шла, закутавшись по самые глаза в шарф. Вечер становился очень холодным. Потому по сторонам она особо не глядела, не до этого было. По снегу и так тяжело было пробираться. Добряк же в тот вечер, не дождавшись хозяйку, вышел, как обычно, ей навстречу, чтобы проводить домой. Как уже говорилось ранее, Ларису и Волка в округе знали все, как и ее отца Станислава Ивановича. Потому родители девушки обычно были спокойны за нее, а напрасно. Всегда найдутся те, кто хочет поживиться за чужой счет, и не только поживиться. Один из таких любителей дождался дня выдачи получки, выбрал темный переулок и стал поджидать подходящую жертву. Лариса шла быстрым шагом, до ее дома оставалось совсем недалеко. Вокруг частные дома, высокие заборы и темные переулки. Грабитель издали, увидев силуэт девушки, сел в засаду и при первом же удобном моменте вышел ей навстречу. Откуда он взялся в этом поселке, неизвестно. Он глумился, вертя в руках ножичек, лезвие которого сверкало в темноте. Лариса, заметив амбала на своем пути сперва, даже не поняла, что происходит. Потом она подумала, что это какая-то дурная шутка. Ей даже в голову не могло прийти, что кто-то может напасть на нее с ножом в ее родном городке. Но бандит стал наступать на нее, зажав в узком переулке. Лариса испугалась, дураков-то на свете хватает. Надо бежать, но куда? Дорога перекрыта, вариантов немного. А тот только и рад стал подходить все ближе и ближе, нагло улыбаясь и посверкивая ножом. Но тут за спиной незнакомца послышалось злобное рычание. Что там за шавка решила помешать его делу? Он огляделся и увидел Волка, который уже принял боевую стойку. Такого поворота событий грабитель не ожидал. Ё-моё! Амбал понял, во что вляпался, и выбрал единственный верный вариант рвать когти. Но куда? Да и вообще бегать на перегонки с Волком занятие очень сомнительное. Лариса от удивления и неожиданности отступила в сторону, прижалась к забору и освободила дорогу бандиту. Это дало ему возможность рвануть в сторону леса. Добряк, недолго думая, сорвался с места и полетел вслед за амбалом, преследуя добычу. Гнал он его прямиком на КПП военной части, не давая уйти ни влево, ни вправо. Так и пригнал его прямо в руки к тем, кто сможет быстро обеспечить горе-грабителю теплое местечко на охраняемой ими территории. Однако мужик не намерен был так легко сдаваться и решил перемахнуть через забор. Может, ему все-таки посчастливится уйти от своего преследователя. Но не тут-то было. Не зря же Станислав Иванович несколько лет назад обучал добряка брать барьеры. В общем, на крики и вопли о помощи сбежалась чуть ли не вся воинская часть. Голосок мужика становился все тоньше и жалобнее, а волк драл его тулуп так, что клочья летели в разные стороны. Вовремя подоспел Станислав Иванович и дал команду «фу». Добряк тут же разомкнул челюсти. Вскоре появилась Лариса, которая бежала следом за волком. Она-то и прояснила всю ситуацию. Горе-грабителя тут же задержали и сдали в милицию. Добряк же прожил очень долгую и насыщенную жизнь и до конца оставался любимцем части. И успел провожать и встречать со школы уже даже сына Ларисы, иногда умудряясь бежать через окно первого этажа, преодолевая все преграды. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал,
Впереди еще много всего интересного. Всего доброго.